Всем привет! Получил сегодня свою радиосистему и решил сделать небольшой обзор для тех, кто тоже задумался о том, чтобы избавиться от проводов. Это модель Legato WS80. Заказывал на Алиэкспрессе. В описании под видео вы сможете найти ссылку на конкретного продавца, у которого я брал. Я заказал устройство с доставкой с российского склада и получил ее максимально быстро. Буквально 7 дней и посылка была в ближайшем отделении почты. Все пришло в целости и сохранности. Внутри коробки содержимое дополнительно защищено плотным слоем поролона. В комплектацию входит все самое необходимое. Инструкция на английском, немецком и китайском, провод для подзарядки устройств и, собственно, сами передатчики. А точнее, один передатчик, он же трансмиттер, и один приемник, ресивер. Подключается все максимально просто. Передатчик втыкаем в разъем джека гитары, а приемник в гитарный процессор, комбик или аудиоинтерфейс, смотря чем вы пользуетесь. Сдвигаете переключатель сбоку, пока не загорится лампочка, и готово, можно играть. Ничего дополнительно связывать или синхронизировать не нужно. Устройство работает на частоте 2,4 ГГц. Немного переживал насчет этого, видел, что есть другие приемники с частотой 5,8 ГГц, и боялся, что это может повлиять плохо на качество сигнала, или создать задержку звука или что-то в этом роде. Но, к счастью, все обошлось и все работает без нареканий. По ощущениям во время игры не замечаю разницу с игрой через провод. Вроде такой же звук и без задержки. Решил записать пару сэмплов с подключением через радиосистему Legato, а также с подключением через кабель, чтобы сравнить фактический результат. В сравнении использую 6-метровый кабель Fender, который брал на Озоне примерно за 1200 рублей. По итогу тестов я только подтвердил свои ощущения. На записи не слышно особой разницы по сравнению с проводом. И я даже закинул 2 записи в FL Studio и одну за другой прогнал через эквалайзер. Думал, что может он покажет разницу. Но плюс-минус для меня там одно и то же. Результат меня обрадовал. С радиосистемой намного удобнее. Я не прикован к своему зеленому стульчику перед компом и могу свободно передвигаться и устроиться поудобнее, например, на диване, пока трынкаю и пытаюсь запомнить мелодию нового рифа. Также стоит отметить, что систему можно спокойно во включенном виде извлекать из гитары. И не будет никакого шума. Например, как треск, когда вытыкаешь кабель из включенной гитары. А дизайн приемника позволяет отвернуть его в любое удобное положение, чтобы он не мешал и не упирался в ноги, стул или куда-то еще. А также на нем присутствуют такие защитные резинки, которые не дадут приемнику поцарапать вашу гитару. По времени работы точных данных у меня нет. На сайте заявлено 8 часов, но я лично заряжаю его просто предварительно перед каждым использованием, и пока у меня за один присест не получилось его разрядить.
Также я походил по квартире и пытался выявить, как далеко сигнал ловит. Но оборвать сигнал в квартире не получилось. Слишком маленькая площадь, и через стены жилого дома сигнал без проблем пробивается. Как он поведет себя на больших пространствах и на сцене, к сожалению, не могу сказать. Поэтому мой вердикт такой. Для квартирного гитариста это отличный и очень удобный способ подключения инструмента. Он имеет все те же свойства проводного подключения, но также ряд преимуществ. Единственный минус — это то, что он дороже кабеля. Но разница не смертельная. В любом случае, на данном этапе я точно рекомендую его к покупке. Осталось только проверить его временем. Будет ли аккумулятор держать заряд так же хорошо через годик-два? Не выйдет ли передатчик совсем из строя? Пока неизвестно. Но если вдруг что-то выявлю, обязательно дам знать. А на сегодня все. Как всегда, в описании под видео вы найдете все интересные ссылки. Если информация была полезна, буду рад, если поставите лайк, подпишитесь на канал и оставите комментарий под видео. Всем спасибо за внимание, всем рока!